Господь — это тот, кто пожертвовал собой для того, чтобы спасать человечество. Как Господь распространил истину? Сначала у него был Вавилон. В 17 главе Бытия описывается Вавилон. Люди хотели сделать себе имя. Ну, это, конечно, всем присуще, да. Люди хотят славы, хотят имени, хотят, чтобы... Нет, я перепутала. Вавилон описывается не в 17 главе, это в 17 главе Откровения описывается вавилонская блудница. Да. Значит, известно, что после потопа, кстати, люди знали о потопе, люди знали, что Бог судящий, и в таком страхе они искали, как дальше жить, и начали строить Вавилонскую башню, чтобы достичь Бога. Ну вот, я вам говорю, что я экспромтом получаю откровение. Сегодня я получила откровение в 3 часа. И слово «башня» звучало. Я не знала, о чем идет речь. Я должна куда-то подойти к какой-то башне, но Бог сказал: «Твоя сила сидит спокойно». Вот. И, конечно же, я думала, какая башня? Поняла, что идет речь о Вавилонской башне. Но когда я называла свое видео, я называла его почему-то «Вавилонской блудницей». Я думаю, надо исправить, наверное, всё-таки башня. Но так Бог и оставил, как назвала. В общем, наверное, всё-таки человеческие мозги, да, устроены так, что любят запретные темы. К сожалению, да. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. И оттуда рассеял их Господь по всей земле. Значит, чтобы не строить Вавилон, Бог смешал языки, люди перестали понимать друг друга и перестали строить эту башню. Да. Значит, еще раз, 11 глава Бытие начинается с того, что на всей земле был один язык и даже одно наречие. Вот. Ну, дело в том, что, видите, люди искали Бога, строили башню до небес, сделали себе имя, прежде нежели семся по лицу всей земли. Да. Пошел Господь поставить на город и башню, которые строили сыны человеческие. Да, у нас, конечно, почему-то говорили, что достичь Бога, строили башню, чтобы достичь Бога. И тут высотой до небес. Ну, может, это одно и то же, конечно. Но все-таки вторая фраза о том, чтобы сделать себе имя. Присуще человеку. Господь знает сердце человеческое, да, что все хотят, чтобы у них имя, их имя было, звучало. И Бог тоже любит всех одинаково. Он делает жизнь справедливой. Я уже получала откровение о том, что хлебопреломление — это и есть такое знание о том, что Иисус умирал за всех, чтобы дать часть каждому принадлежит часть. Вот. И, ну, мы смотрим на жизнь, и люди некоторые работают своими руками, тяжело, другие командуют. И зачастую люди обижены. Вот как у меня на работе. Пришла ночная смена, голова болит, потому что на соседней линии мастер кричит не своим голосом. И это, конечно, выводит из себя, потому что ты заняла должность не для того, чтобы измываться над людьми. Есть какие-то способы управлять. Особенно в нашей работе, если что-то не так, то просто надо остановиться и работать, помогать.
просто становиться и исправлять ошибки, и двигаться. А для этого нужны знания. То есть каждый человек, который управляет, он должен много знать. Поэтому не все становитесь учителями, написано, и в таком смысле, что не все могут командовать. Потому что если не хватает достаточной информации, то человеку приходится что делать? Блудить в мыслях, вот, и делать ерунду всякую. Абы делать, Господи помилуй. Да, ну, в общем, понятно, что Бог показывает через Вавилон, что люди хотели достичь небес, у нас тоже хотят достичь небес, у нас христиане верят в жизнь после смерти, а Бог разрушил Вавилон. Таким образом, он тоже свидетельствует, что оставайтесь здесь, двигайтесь здесь, стройте справедливо здесь, на земле. А небо? Где оно небо? Сейчас наука доказывает, какое небо, о чем вы говорите, где жить. Вот. Ну и поговорим по Откровению, 17 глава. Ведь понятие Вавилонской блудницы там не написано. Там написано, что на ее начале, значит, Вавилонской блудницы такого не звучит вообще. Фраза такой не звучит. Звучит, что есть великая блудница. Понимаете? То есть я называю свое слово так, как кто-то перефразировал вообще, в принципе. Вот. Ну, что ж мы. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. То есть Вавилон великий. Люди хотят сделать себе имя. Понятно. Вот. На челе блудницы написано имя. Тайна. Вавилон великий. Мать блудницам и мерзостям земным. Жена была облечена в порфировую границу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Ну, у историков, у богословов разная трактовка этих понятий. Вот, зверь, который ты видел, был и нет его, выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те, живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов суть 7 гор, на которых сидит жена. И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, а когда придет, недолго ему быть. Тоже своеобразные тайны, историки тоже трактуют это по-разному. Ну, у нас тоже про Украину можно сказать, что у нас было 5 президентов, да, вот. И другой еще не пришел, а уже пришел. 5 пали, один есть. 5 пали президентов, да, Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко. 5 пали. Один есть. Зеленский есть, а другой еще не пришел. Когда придет, недолго ему быть. Вот. Ну, 5 пали. Да. Ну, я не знаю, кто придет. 7. Вот. Но мы, конечно же, понимаем, что Бог строит церковь на земле. Вообще все посвящено его церкви. Ну вот, единственное, что я вам могу сказать твердо, что через Вавилон таким образом Бог свидетельствует о жизни на земле. То есть люди строили вежу, пусть бы строили, достигли бы неба, посмотрели бы, попробовали, но нечего. Нет того,
о чем люди мечтали, рисовали себе картинки небесной жизни. Вот. И таким образом мы говорим о вечности на земле. Вот. И что меня поразило еще, когда я готовилась к проповеди, это то, что вот был храм такой Афродиты. Каждая вавилонянка должна однажды в жизни садиться в святилище Афродиты, Мелиты, и отдаваться за деньги чужестранцу. В священном участке Афродиты сидит множество женщин с повязками на веревочных жгутов на головах, из веревочных жгутов на головах. Сидящая здесь женщина не может возвратиться домой, пока какой-нибудь чужестранец не бросит ей в подол деньги и не соединится с ней за пределами священного участка. После соития, исполнив священный долг богини, она уходит домой, и затем уже ни за какие деньги не владеешь ей вторично. Понятно. Это пишет Геродот, история. Вот. И я просто хочу сказать о том, что это правда. Вот понимаете, вот законом закон не спасает человека, а спасает благодать. То есть, познавая грех, человек или отвращается от греха, или обольщается грехом, да. Я уже говорила, я не понимаю женщин, которые могут так жить, продавать себя, и это их заработок. Я не понимаю, откуда берутся такие люди. Вот. И, вот яркий пример, да, вот как бы закон у них такой был, что каждая женщина, каждая вавилонянка должна была вот этим заняться. И вот Геродот пишет, что она ни за какие деньги не владеешь ей вторично. То есть для нормальной женщины это мерзость, это просто вызывает у нее ужас, что нормальная женщина, которая чувствует достоинство, да, она просто не захочет больше этим заниматься. Вот. И если рассуждать о церкви, то тоже должен быть такой дух тех же самых священников. Что с ними? Почему они, живя верой, должны читать Писание, не обличаются? Почему они так отступают от Бога? Почему жадность преобладает? Почему отсутствует любовь? Непонятно, да, вот. То есть я верю в хороших, порядочных людей, которые могут занять церковь. Вот сестра со мной согласилась. Мы уже говорили на эту тему, она говорит, что в церкви делается что-то. Лиля, ты не знаешь, что делается в церкви, но вообще какие-то неприятности. Ну, я понимаю, что неприятности, например, им, наверное, тоже выставили такие же цены за газ, как всем предприятиям. То, конечно, они не вытянут. Огромное здание нужно отапливать. И не вытягивать, видно, уже ссоры из-за этого, финансовый вопрос. Вот. То есть, можно посочувствовать. Можно посочувствовать тому же самому пастырю. Но я говорю, Аня, ты понимаешь, что должна быть демократия в церкви, что священник должен 5 лет что-то делать и меняться, должно быть движение. Она со мной согласилась. То есть люди приходят уже к тому, что болото, если человек сидит на одном месте постоянно, это болото, которое затягивает, которое превращает его в раба привычек. Отсюда вот все грехи. Что человек, во-первых, гордыня постигает, потому что надо же постоянно что-то говорить и что-то новое, и чтобы тебя не смеялись, я понимаешь, ты должен всегда быть на высоте, на уровне, а оно не получается. Вот. И человек уже поражен, у него он не уравновешен. Когда-то я помню, ходила в церковь, и он говорил, что у меня есть проповеди на 25 лет. Вот эти 25 лет закончились, значит, тебе надо уже менять пастыря, священника, главного. Люди же встают.
Вот. Ну, Бог сотворил все мудро. И я хочу просто сказать, что, конечно, под Вавилоном, и в Откровении Бога этой церкви его волнует, конечно, церковь, как будет создаваться. И церковь, которая и есть будущность, потому что в мире нету справедливости. Люди, которые не познали Бога, они же не умеют управлять. Посмотрите, как завлекло, как мир безобразно управляет. Если не грабит свой народ, так пристраивается грабить чужой народ. Вот и все. Вот и вся истина. Да. Так же самое, как мы с отцом говорили о распаде Советского Союза. Он говорил, что у нас была тетка, он к ней ездил в Москву, она распространяла сам издат, где рассказывалось, что советская экономика слаба, что она развалится. Я понимаю, что это была пропаганда, иностранная пропаганда, чтобы развалить Советский Союз, чтобы, что-то их не устраивало. Что их не устраивало в Советском Союзе? Все так было плохо. Коммунистическая идея, я говорю. Вот самая лучшая экономика в Китае. Там же коммунистическая идея, там же коммунисты у власти. То есть не в этом дело. Не в этом дело. Понимаете? Советский Союз чем не устраивал иностранцев? Что были диссиденты, которые сидели по тюрьмам. И можно было их защищать. То есть что не устраивало? Я... Единственное, что не устраивало, это что запрещалась вера, да, не распространялась вера. Да, это Богу было не угодно. Но просто я смотрю на это все, и я понимаю, что Бог правильно, мудро все сотворил. Церковь отдельно, государство отдельно. Но блудница еще это то, что церкви навязывается другим народам. Да? Вот так тоже не должно быть. Так тоже не должно быть. И вместе с тем единая церковь, как в России, православная, которая погрязла в таких вещах, что дальше говорит, если они не обличают эту власть, которая хочет воевать, запугивать людей войной, то о чем дальше говорить? В общем, люди боятся, а страх не творит правды Божьей. Вот. И в конце концов, когда читать Откровение, увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненными именами богохульными. Почему? С 7 головами, 10 рогами. Почему богохульными? Что происходит? Кто такой зверь? Почему ненавидит Бога? Я хочу сказать, что когда ты говоришь слово людям, люди раздражаются. Вот это богохульство, понимаете? Я даже смотрю, или сатана сидит тут, контролирует. Людей раздражает святость. Но вместе с тем меня удивляет. Раздражает святость, раздражает твоя правда, раздражает твоя какая-то правильность, да, людей раздражает. Людям интереснее с тем, кто позволяет себе нарушать закон, там, допустим. Я не люблю ругани, не люблю, когда сквернословят и на работе. А люди мне пытаются доказать, что ничего, иногда можно поругаться. Я не против. Но, вы понимаете, и поэтому меня только единственное удивляет. Ладно, раздражает порядочность, раздражает святость, когда человек ограничивает себя от многих вещей, не позволяет вести себя произвольно, то есть как ему хочется. Но вместе с тем написано, что нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живет.
когда только единственное, что начинаешь как-то выходить из себя, раздражаться грехом или чем-то, все, посмотри, кто-то достиг успеха, тебя вывели из себя. Вот. Но самое интересное, я хочу сказать, даже по моим родственникам, я давно уже в вере, общаюсь, но я смотрю, как им хочется во мне найти недостатки, как хочется где-то выявить что-то, что-то не так. То есть, получается, ограничивают даже общение со мной, потому что, ну, я же такая правильная, со мной неинтересно. Так же самое с моей сестрой, она там ограничивает, там, допустим, не судите, ну правильно, это все правильно, не судите, но это же грамотно, это же вечность в этом, что когда-то откроется, как ты говорил плохо о человеке, ты с ним хорошо, ты с ним лицемер, ты лукавишь с ним, вот, ну, ты, а оказывается, ты его где-то осуждаешь, ну, действительно, так оно и есть. С кем-то ты его осуждаешь, а в глаза ты с ним хороший. Ну, в этом же вечности нету, потому что, в конце концов, когда он узнает, как ты о нем говорил, то ты ему будешь врагом. Получается, э, Бог все много сотворил, но люди этого не понимают. Когда они раздражаются твоей порядочности, с тобой неинтересно общаться, лучше общаться с теми, которые позволяют себе вольготно себя вести, говорить, что попало и шутить. Но, с другой стороны, люди все равно выискивают тебе какое-то зло. Они все равно в чем-то хотят тебя обвинить. То есть они не смиряются, что рядом ходят порядочные люди. Их, им это доставляет э, я не знаю, даже презрение к этим людям. Даже презрение. Как говорят, секта. Отходят люди верующие. Секта. Смешно. Понимаете? И все равно выискивают в этой секте какие-то недостатки, что что-то не то, что-то не так. Вот. Вот откуда имена богохульные. Понимаете? Зверь, на которого сядет блудница, имена богохульные. Увидел жену, сидящую на звере багряным, преисполненными именами богохульными, с 7 головами, 10 рогами. И жена облечена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и чистотой и благодействию, и на челе ее написано имя тайна: Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И видели, что жена упоена была кровью святых и крови свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Дело в том, что Бог хочет спасти всех, понимаете. И я уже говорила о молитве, что молитва – это знамение, понимаете, что Бог творит на земле все. Люди не понимают. Люди не понимают, что все таланты от Бога, все дары от Бога. Вот. Люди могут понять, что они это достигли не своим умом. Вот. И если бы это поняли, то на мир давно бы воцарился. Вот. И люди бы уважали обыкновенных, простых, которые ничего не достигли в этой жизни или трудятся с постоянством на своем рабочем месте. Вот. Они бы уважали, пришли бы на помощь. Но они уверены, что это все их. Из этого непонимания мы еще так дальше и живем. Вот. И никто не хочет смириться с этим. Как мы с отцом недавно говорили, что вот в Советском Союзе была очень слабо развита промышленность, там не было новых открытий, а за границей были. Я говорю, так это все от Бога, папа. Эти дары же от Бога. Нет, не от Бога, не верит. Понимаешь? Не верит, что кому-то Бог дает откровение, как строить. Наука развивается тоже по Божьей воле. Как люди молились, так Бог давал таланты, Бог открывал. И дальше это все Бог открыл. Что люди выявили. Многие вещи
Во сне приходили многие откровения. Вот. Но все-таки почему Вавилон и почему блуд? Почему Бог это так называет? Ну, потому что люди не молятся, потому что блуждение в мыслях э, огорчает Бога, потому что если посмотреть, о чем, вот посидеть, последить, о чем человек думает, ну, зачастую там много ненависти, презрения, вот, и осуждений. Это есть тоже блуд мысли. А если молиться, то ты перестанешь блудить. Ты научишься любить людей, ты научишься желать им добра. Тогда вечность наступит на нашей земле. А пока этого нет. Понимаешь? Если все молились, то разве в желалище воевать? Если все молились, то осталось бы оружие на земле? Не осталось бы оружия на земле. Потому что это страшно убивать. Это страшно лишать человека жизни. Да, кого не называли только этой вавилонской блудницей, хотя, я же вам говорю, мать блудница, Вавилон отдельно, а блудница отдельно. То есть нельзя это все путать. Но э, дело в том, что Вавилон, если это башня, которую строили люди, достигая небес, чтобы сделать себе имя, то э, при чем здесь блудница? Вавилон, ну, вавилонская блудница – это вымысел человеческий. И я так называю себя, себе. Слово это. Бог это допускает. Меня, я так понимаю. Я хотела исправить, но уже остановилась. В общем, ну, я привожу только примеры. Зверь, на котором воссядет блудница, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. Но я зверя говорила. Это то, что искушает Бога, то, что правит бал церкви и его церкви. Там, где нету порядка, там, где нету еще вечности, нет откровения. 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, и другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. 10 рогов, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть над зверем, как цари, на 1 час. Воды, на которых сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. 18 главе Апокалипсиса Иоанн Богослов описывает падение блудницы. Пал Вавилон Великий. В качестве кары, постигшей вавилонскую блудницу, называют огонь. В этом рассказе Иоанна образ блудницы полностью олицетворен в Вавилоне, по-гречески город женского рода. А порой встречаются следующие фразы. Видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. Откровение Иоанна Богослова рисует события от первого до второго пришествия Христа. Судьбы человечества церкви изображены в Откровении с помощью метафор, сложных для понимания и допускающих разнообразных толкований. Из всех образов Откровения жена-блудница один из самых загадочных. Образ не связан с какой-либо конкретной женщиной. Блудница воспринимается как символ страны, города, народа, отвратившегося от Бога. Ну, блудница сидит на звере богохульном. Ну, и тут приводится пример еще Иерусалим.
Впервые образ блудницы появился в книге пророка Исаии, где, осуждая пороки Иерусалима, пророк восклицает: «Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою, князья твои законопреступники, сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». Ну, и я думаю, что тут идет речь только о церкви. Только о церкви, исполненное правосудие. Это миссия церкви — защищать сирот, вдов. Я же говорю, что в церкви должны быть порядочные люди, не иуды, которые не будут обогащаться, которые не ставят цель обогащаться, понимаете. Избиратели они должны посвящать себя Богу на 100%, выложиться за эти 5 лет, понимаете, чтобы распределять, чтобы защищать людей, чтобы защищать людей от мира, от обид. Вплоть до того, что вот издевается над людьми где-то, измывается, это неправда, с которой нужно бороться, понимаете. Я говорю о вечности на земле, поэтому мы сейчас особо должны соблюдать закон, чтобы жить, чтобы продлевать жизнь, чтобы не умирать, чтобы отдыхать. Потому что многие беды случаются от того, что человек не отдохнувший. Вот у нас на заводе наехал автокар на женщину, поломала ногу или ноги. Беда. Почему? Ну, почему люди не внимательны? Только потому что не отдохнувший, потому что уставший. Понимаете? Ищем вечность. Будьте благословенны.